Привет, мои дорогие! Сегодня поговорим о таких особенностях жизни в Великобритании, в моем случае конкретно в Лондоне, о тех вещах, которые бросаются в глаза сразу после переезда сюда, после эмиграции, о том, что здесь нормально, что кажется не очень нормальным во всем остальном мире. Неважно, вы сюда хотите переехать или приехать как турист, или, может быть, просто интересуетесь британской культурой, я поделюсь своими наблюдениями, ну и не забывайте в комментариях тоже обсуждать, согласны ли вы со мной и как это соотносится с другими культурами. Давайте начну, наверное, с болезненного, с взаимоотношений с мужчинами в контексте воспитания детей. В Великобритании отцы очень включенные. Ну, это, наверное, как вообще, в принципе, в Европе. То есть, если сравнивать с Россией, здесь легко можно увидеть отца на родительском собрании, на детской площадке, перевозящего сразу 3 детей самостоятельно, делая этот смертельный трюк просто в одиночку в автобусе. Здесь и мама, и папа равноценно участвуют в воспитании в жизни ребенка. И здесь, в принципе, очень развито такое равноправие, то есть если ты там женщине уступишь место в автобусе или подхватишь ее сумки, это может быть, не всегда, но может быть расценено как такое покушение на ее самостоятельность и на равноправие. И при этом никто не называет мужчин героями в связи с этим. И мне это здесь очень нравится, потому что это и на приезжих мужчин, очень влияет. Если вообще продолжать тему общества, наверное, вторым стоит отметить вот эту вот традицию small talk. Я думаю, что многие про это слышали, что если тебе в Англии задают вопрос «How do you do?» или «How are you today?», ну, во-первых, можно не отвечать, но если ты отвечаешь, то нужно ответить «Fine, thank you, how are you?». Да, то есть здесь, когда человек спрашивает «How are you?», он не подразумевает, что ты ему будешь рассказывать свой день. Это такая культура смолтока. Ты не подбираешься сразу к проблеме напрямую, не говоришь, что там не звонишь по телефону, допустим, мастеру, не говоришь: у меня там горячая вода сломалась. Ты подбираешься через этот смолток. И, в принципе, это окей, опять же, на площадках, в какой-то коммуникации, в кафе. Если ты покупаешь, вот я часто покупаю хлеб в офигенной просто пекарне, я всегда начинаю диалог с «How do you do?», как и мне тоже отвечают примерно так же. Вот отдельно вынесу такой моментик, это слово «sorry», извини, да, кто не знает английского. Оно здесь употребляется просто всегда, везде, во всех случаях. То есть даже если, допустим, ты кому-то наступил на ногу, тебе тот человек, которому ты наступил, скажет sorry. Или, допустим, ты там сбил кого-то, или стоишь неудобно на дороге где-то, тебе скажут sorry. То есть это такое универсальное слово, которое и вам показывает недовольство этого человека тем, что вы делаете, и одновременно может служить действительно как и извинением. Это, как говорится, 7 бед, 1 sorry. Дальше пошли по обществу и социалочке. Наверное, взаимоотношения с дорогой. Нас очень сильно шокировало после Германии. Мы жили раньше в Германии около 2 лет. Если вам интересно, можете посмотреть, кстати, видео, почему мы уехали из Германии, вообще историю переезда. В общем, нас очень шокировало после Германии то, что здесь люди спокойно идут на красный. Мы первые там несколько недель просто стояли как вкопанные на этот красный, потому что в Германии, на тебя просто косо посмотрят, если ты это сделаешь. Здесь это окей, очень долгие светофоры, люди просто смотрят внимательно на дорогу, идут ли какие-то потоки машин и могут спокойно перейти на красный. Но вот по сравнению с Германией, что я отметила, в Германии никогда не подождет тебя водитель какого-то общественного транспорта, по крайней мере, так было в Дюссельдорфе, где мы жили. Ты бежишь такой, опаздываешь, перед тобой могут закрыть двери спокойно, вот просто перед носом и уехать. В Англии вообще не так. Меня очень много раз ждали водители автобуса с учетом, что я бежала, не знаю, минуты 2 просто с другой стороны улицы. Они это видят в зеркало, видят либо во фронтальное, да, стекло, ждут, всегда улыбаются, и вообще это нормально здесь. Что реально очень многих удивляет, и вот муж мне говорил, например, очень, что его это даже смущает, абсолютно нормально здороваться с водителем автобуса, прощаться и говорить ему thank you. Это вот похоже со смолтоком, да, история. То есть ты ко всем как бы априори относишься к каким-то friends, с которым в любой момент можно завести какой-то разговорчик. Прямо громко кричат thank you водителю. И сначала неловко, а потом привыкаешь, начинаешь делать как они. Вот. Еще одна такая особенность
Англичане — это очень пьющий народ. Я думаю, что по всей стране эта тенденция распространяется, полагаю, напишите, если это не так. Но в Лондоне вот эта культура питья в пабах — это просто, ну, как бы боженька сам велел. Это, кстати, не только в центре. Вот, например, я живу в Ричмонде, здесь тоже много очень пабов. Каждый день практически они заканчивают в пабах, действительно очень много пьют. Пятница, суббота, если ты в супермаркет заходишь, там просто они выносят ящики этого алкоголя. Ну, это такая культура. То есть, ну, немцы, кстати, тоже очень пьющая нация, и там вот эта культура употребления алкоголя, она абсолютно нормальная даже для очень пожилых людей, которые уже находятся там с какими-то ограничениями здоровья. Я много раз видела каких-нибудь дедушек, которые в инвалидных креслах сидят в барах. Это в Германии, да, было. Ну, раз мы с вами про алкоголь заговорили, давайте еще заговорим про еду. У меня вообще есть отдельное видео про британскую кухню, там я ее прям пробую, такие типичные блюда, говорю впечатления. Это довольно простая еда, вас она может немножко шокировать, вот. В основном это хлеб с хлебом, хлеб, там, не знаю, с бобами, еще с чем-то, сэндвичи вечные. То есть у них, например, даже есть такая некая культура meal deal, то есть в супермаркетах есть что-то типа бизнес-ланчей, которые ты можешь купить там за буквально несколько фунтов, и туда входит какой-то напиток, как раз сэндвич и типа что-то на десерт обычно. Это стоит там в районе 3-4 фунтов, но это все очень нездоровое, то есть вот этой какой-то культуры здоровой еды здесь вообще нет. Вообще культуры еды в формате именно гедонизма в Великобритании нет. Это народ не про это вообще, это вам там во Францию, в Италию, не сюда. Еще одна особенность, которую я заметила у англичан, у них очень маленькие холодильники дома. И вообще в квартирах, которые сдаются, они маленькие, вообще в принципе так принято покупать продукты вот на сегодня, на завтра максимум. Они заходят в супермаркеты практически каждый день, у них нет вот этого затаривания, знаете, типа в Ашане в каком-нибудь. Ну, сейчас уже Ашана в России нет, раньше мы так делали, когда еще не уехали. Короче, у англичан этого нет. Друзья, я вас благодарю, что вы до этого момента досмотрели. Приглашаю вас остаться на моем канале, подписаться, поставить лайк этому видео. И если подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я здесь снимаю про жизнь в Великобритании, про всякие нюансы эмиграции. У меня есть видео про путешествия. Буду очень всем рада. Еще одна такая особенность, которую я в супермаркетах замечала, что британцы, особенно можно даже обратить внимание на то, что они очень хорошо одеты, то есть это какие-то клерки, люди в деловых дорогих костюмах. Они смотрят внимательно на желтые этикетки. Что такое желтые этикетки? Это too good to waste, too good to go, то есть это еда, которая портится вот сегодня, и ее, соответственно, продают со скидкой. И они очень охотятся за такими предложениями, даже могут при этом иметь очень хорошую зарплату, но все равно как бы скидочку давай сюда. Вышло солнышко, у нас такая классная погода, осень в Лондоне, это так красиво. Там, кстати, смотрите, картина моя с Seven Sisters. Это было в топ. Поехали дальше. Так, давайте немножко перебираться в сторону вообще быта, раз мы про еду поговорили. В общем, что здесь, мне кажется, странно. Вообще в большинстве домов не супер принято сушить белье именно на сушилках, потому что плесень, влажность, да, очень серьезная. И даже в каких-то не очень дорогих квартирах чаще всего будет либо стиральная машина с сушилкой, либо и стиралка, и сушилка. И это как бы вообще норм и стандартный набор. Интересно, что здесь очень интересные у меня всегда были взаимоотношения все это время с сантехникой, потому что, ну, во-первых, существуют эти традиционные краны, где у тебя в одном кране горячая вода, в другом холодная, и они не смешиваются, то есть смесителя нет. И у нас на одной квартире были такие краники. Это пипец неудобно. Я не знаю, why on earth, просто они до сих пор существуют, но, тем не менее, они существуют. Что, мне кажется, очень может показаться странным большинству людей, которые живут в странах СНГ. Это отсутствие вообще решеток на окнах. Это отсутствие супер высоких, больших заборов. Даже если ты идешь мимо какого-то супер богатого, супер красивого дома, в том же Ричмонде здесь много таких домов, никогда там не будет офигеть каких заборов, там чаще всего открытая нараспашку вообще калитка, что-то там валяется просто не прикрученное, ничем не пристегнутое.
абсолютный доступ вообще к двери, ну и сами двери здесь вообще, ну, не принято делать вот эти двери, которые у нас, например, есть в России, железные, огромные, тяжелые, которые просто хрен откроешь, даже, блин, ключом. Тут это легкие деревянные дверцы, и никто вообще ничего не боится. Вы знаете, к вопросу там о криминальном Лондоне, криминальной Великобритании, ну, как бы нет тут такого. Естественно, здесь есть кражи там телефонов и вообще грабеж, как бы особенно в центре это часто происходит. Но вот в районах, где живут в основном люди, очень все с этим спокойно. Я думаю, что многие, кто вообще британской культурой интересуются, понятно, первое, что приходит в голову, это чай. Если мы об этой особенности говорим, да, действительно, здесь вот это чаевничание, это часть культуры. Чай пьют с молоком, и есть даже в некоторых ресторанах, кафе специальное вообще время, специальный вид, скажем так, интертеймента. Это чай подается с какими-то сладостями, там чаще всего с традиционными scones, со сливками и с джемом. И в дорогих ресторанах подобное может стоить там 80, допустим, фунтов с человека. Ну и, наверное, вообще точно стоит сказать про то, что в Великобритании, ребята, левостороннее движение, ну мало ли кто не знал, и вообще здесь много чего осталось от империи. То есть это остров, но британцы считают, что это континент. Вот. Здесь абсолютно другие розетки. Во-первых, нужны переходники, да, с европейских розеток, а плюс они еще всегда включаются и выключаются специальной кнопочкой. То есть, ну, к этому тоже нужно адаптироваться. И вообще, естественно, все здесь иначе в плане измерения, да, это мили, опять же, замки в другую сторону открываются. И эта часть такой национальной идентичности, британцы ни за что от этого не откажутся, никогда это не поменяют, это не менялось. Даже когда они были в Европейском Союзе, и фунт в том числе тоже никуда не исчезал и не превращался в евро. Вот, поэтому вот эта часть идентичности, она здесь останется, я думаю, очень надолго. Да, еще даже пиво у нас здесь измеряется в пинтах, а не по 0,5, как в той же Германии. То есть здесь пинта это, по-моему, 660 миллилитров, чуть-чуть больше. Ну, да, вот чувствую, это на самом деле вот просто идеальная иллюстрация. То есть как бы да, мы тоже наливаем пол-литра, но чуть-чуть больше, на 160 миллилитров. Очень большая часть культуры — это еще погода, шутки про погоду, обсуждение погоды, все про погоду. И что лично я отметила, британцы живут во время дождя абсолютно просто так же, как будто бы просто его нет. Я много раз видела людей, которые бегают в парке во время дождя, в шортах, в дождевике, пожалуйста, им вообще все нипочем. У меня дочка занимается теннисом. Там дождь — это не повод отменить занятие или прекратить его. Дети продолжают играть точно так же в теннис. В дождевичках, опять же, вообще как бы пофиг. Ну и, наверное, еще кое-что скажу. Мне очень нравится, вот это прям мое самое любимое в Великобритании, что здесь... Это, наверное, кстати, следствие вот этой имперскости, да, и того, что это бывшая империя. А может быть, и сейчас это империя, who knows? Вот. Ну, в общем, здесь очень доступна культура, доступны выставки, музеи. Например, Британский музей, один из крупнейших, он абсолютно бесплатный. Вы можете в него прийти, просто встав в очередь. Знаете, если здесь снимать «Орел и решка», здесь ты, конечно, на $100. Ну, вроде как сначала кажется, что сложно прожить, но главное найти жилье на одну ночь за $100. А заняться здесь можно просто невероятное количество чем. То есть, ну, вариантов масса. Культурная жизнь просто невероятно разнообразная. И реально большая часть того, что вы можете получить, это бесплатно. Даже смотровые площадки, в которых, казалось бы, абсолютно коммерческая история, тоже есть бесплатные. Ну и вот моя версия, что это такой культурный код, что типа вот мы бывшая империя, мы делимся своей добычей. Смотрите и радуйтесь на здоровье. Искусство должно быть доступным и бесплатным. Вообще, в целом, если говорить про то, что, мне кажется, британцев отличает и в целом отличает Великобританию от Европы, от других стран, это такое немножечко нотка достигаторства. То есть если мы в один полюс поставим там Москву, Россию, где люди просто хреначат днями и ночами, чтобы вообще обеспечить себе какое-то выживание, дни проходят вот так. На другую сторону весов мы поставим Германию, ну и конкретно Дюссельдорф, в котором я жила, где, наоборот, максимально все расслабленное и
семья во главе всего и вообще наслаждение жизнью, спокойствие. Там, наверное, в той градации еще чуть дальше, там вообще скандинавские страны, где этот work-life balance, он просто в абсолюте. То вот Лондон и Великобритания, они посередине, наверное, будут между Европой и Россией. Вот я, наверное, так это скажу. Мне здесь очень комфортно, для меня это как раз идеальный баланс. И здесь есть вот это, наверное, тоже одна из особенностей важных. Здесь есть возможность жить в контакте с природой, в контакте с какой-то такой rural life, но при этом иметь все преференции большого города. Это, наверное, просто специфика Лондона, что ты можешь жить в каком-то районе и ощущать, что ты живешь вообще не в Лондоне, а в каком-то небольшом городке, и тебе вообще тихо и спокойно. Ну что, спасибо, что досмотрели. Не забудьте подписаться, поставить лайк. И смотрите видео про мою историю эмиграции из России в 2022 году. Оставляю его вам. Пока.